Одни получают барыши и что-то там контролируют, другие запускают дроны, уничтожают все вокруг. Оторванные руки, ноги, головы, гибнут миллионы. А мы, засунув в жопу языки, молчим. Боимся, наблюдаем. Скажите мне, люди, вы верите в Бога? Кого мы войной прославляем? А еще хочу спросить, а какая нынче у наших правителей на планете Земля природа? Разве все правители на планете Земля исторические? Не от Бога? Скажите мне, кто из наших правителей по законам Бога и наших предков на этой планете живет? Скажите мне, куда каждый правитель, каждого государства, всех нас, каждого человека и всю цивилизацию людей ведет? Цифры потерь всех народов уже не умещаются в голове. Украина, Россия при поддержке Беларуси. Братоубийственная война. Кризис власти, борьба, вечные вооруженные конфликты и зарождающиеся новые и новые эскалирующие конфликты. Гуманитарная катастрофа, конфликты, война, разруха, голод и 117 миллионов бездомных людей. И все это не бесплатно. 3 триллиона! Совсем не рублей. Кто регулярно платит налоги, за чей счет банкет, тому все очень понятно. И главный вопрос, который никто не хочет задавать вслух, а иначе иноагент, враг народа и диссидент. Но вот все-таки вопрос. Какого народа? Народа от сатаны или от Бога? Какого народа? Народа от сатаны или от Бога? И какая у нынешних правителей на самом деле природа? От сатаны или от Бога? Я, если честно, не знаю. Я просто житель планеты Земля. Но все же я знаю, что на планете Земля нет ни одного человека, что хочет войны и не хочет мира. Ведь абсолютно все на этой планете Земля хотят жить комфортно, богато, в мире и красиво. Не на бумаге, не в мечтах, не в иллюзии, а в реальности. Жить там, где не надо бояться за родных, где можно строить дом, а не бункер. И это же так банально и вовсе не гениально. Мир, семья, работа и все. Ну и пока все воюют, технологии. Да-да, технологии. Да здравствует Илон Маск и иже с ним. ИИ устраивает нам новый роман Льва Толстого «Война и мир» в Кремниевых долинах. Китайская модель DeepSeek R1 вышла и сказала: «Ребята, а давайте я за вас все порешаю». Американцы в ответ запустили проект «Звездные врата». Звучит все, конечно, супер, как космос. А на деле общепланетарная цифровизация, клетка, рабство и библейского судного дня организация. На что это похоже? По-моему, это тоже какая-то мастурбация.
И я смотрю на это и думаю, а что мы, собственно, создаем? Искусственный интеллект, чтобы решить проблемы? Проблемы всего человечества, которые создали сами своим нежеланием договариваться? Или же у нас просто закончились авторитеты? Понимаете, да? Есть в голове у вас на эти вопросы ответы? Это как заказать робота-уборщика, чтобы он разгребал гору мусора, которую мы продолжаем усердно сыпать посреди комнаты. А там, где мусор, жизни нет. Там процветают и живут только паразиты. А люди там больше не нужны. И вот вопрос. Кому больше не нужны люди на планете Земля? Ну, а теперь давайте серьезно. Без шуток. Ну, почти. Дорогие мои сограждане, вы заметили, что все эти большие дяди и тети в пиджаках, которые что-то там решают, не решают ваших проблем. Они решают проблемы границ, строят заборы, сферы влияния, рынки. А ваша проблема – это школа для ребенка. Это клиника для бабушки и дедушки. Это дорога до работы. Это чувство комфорта и безопасности, что завтра может быть не лучше, чем вчера. Они, наши верховные правители, создали красивую картиночку, иллюзию в виде образа сильного государства, сильных лидеров, которые нас ведут к великой цели, исторической миссии, так сказать, всего человечества. А мы хотим просто спокойствия, комфорта и мира. Мира в нашем доме под названием Земля. И вот мой главный вопрос. Вы все ждете. Вы все еще ждете, что какой-то внешний спаситель спустится с телеэкранов и наведет порядок в вашей жизни. Или, может, уже пора снять эту ментальную маску ожидания и стать этим самым спасителем самому для себя, для своей семьи, для своего двора, для своего дома, для своих детей, для наших общих потомков. Давайте-ка спросим у всадника на белом коне, потому что я уже слышу стук его копыт. И он говорит: дорогие мои жители планеты Земля, все прогнозы, все пророчества, все это ерунда. И если ничего не менять, всех нас ждет год защитника Отечества 2. И все это скучно. Все это предсказуемо. А что если по-другому? Что если 2026 год станет годом безупречности в обычной жизни каждого из нас? А не пора ли нам взять себя в руки и перестать бояться? Перестать бояться и потравить всех тараканов дихлофосом и убраться в своем доме. Ведь где-то там в будущем, на нас, на всех, на каждого из нас, прямо здесь, прямо сейчас смотрят наши потомки и ждут от нас светлого будущего.